Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такие два выжигателя. Пирограф Резак 2 в одном. Выжигает как пером, обычный классический выжигатель, и проволокой нехромовой длиной 70 сантиметров. Вот. И второй выжигатель — это выжигатель молний. Выжигает молнии на дереве. 2000 вольт пропускает через дерево и выжигаются молнии. То есть сейчас я продемонстрирую, что в комплекте. Немного технические характеристики пробежимся. Долго затягивать видео не буду. У меня на канале есть обзоры на все эти выжигатели. Можете перейти, подписаться, посмотреть. Вот. Продаем, делаем мы их на заказ. Вот, и доставка по всей России. Номер телефона будет прикреплен здесь в видео, внизу видео. И также все наши контакты, ссылочки в описании под видео будут. Переходите, смотрите, подписывайтесь на наши резервные каналы. И обязательно, потому что у нас YouTube, скорее всего, в России, возможно, будут блокировать. Может быть, даже ближе к лету. Вот. И подписывайтесь на наши резервные каналы. Это Яндекс.Дзен и Рутюб. Также есть телеграм-канал. Вот. И группы ВКонтакте у нас есть. Тоже туда переходите, подписывайтесь. Группы у нас постоянные. Мы там все это дело обновляем. Там есть и фото, и видео, и вся информация. Вот. Заказчик у нас, сразу скажу, это у нас Никита. Поедет в город, этот заказ, город Москва. Так, первый выжигатель — это выжигатель пирограф Резак 2 в одном. С плавной регулировкой накала, как для пирографа, так и для резака. Вес аппаратов около 5 килограмм примерно. Вот. Размер корпуса 22 12 на 12. Оба выжигателя одинаковые примерно. Вот. У этого только немного габариты больше, потому что у него здесь наматываются провода для хранения сбоку, спереди у него провода выходят. Вот. И поэтому здесь габариты немного побольше будут. Сверху у него крепление для ручек, для выжигания. Вот. А ручки у нас складные для переноски. Ручки, если что, нужно будет сложить, если куда-то мешаются они. Так, по характеристикам сразу скажу, здесь 1 вольт на пирографе. Выход где-то примерно 5-10 ампер. Вот, в зависимости от убавления мощности, да. Вот. Так, это у нас пирограф Резак. Длина проволоки нехромовой 0,5 миллиметра. Длина 70 сантиметров. Вот. На выходе у него, у резака, 22 вольта и 5 ампер. Так, также у нас присутствует на передней панели это термометр электронный, показывает температуру первичной обмотки трансформатора. Вот. Стоит также здесь защита на первичной обмотке на 70 градусов. Не превышайте 70 градусов. То есть, если он превысит, он отключится. Лампочка здесь у нас будет гореть постоянно. Вот. А если он превысит, отключится защита. Вернее, включится защита, да, и лампочка тоже погаснет. Вот. Это означает то, что защита сработала, и выжигать уже нельзя будет, пока не остынет градусов на 15. Как только он остынет, он опять включится, лампочка загорится. Вот. Но при выключении самого трансформатора, если защита сработает, термометр будет показывать температуру, и кулер будет охлаждать, постоянно дуть наш трансформатор. Вот. То есть он не отключается. Отключается только трансформатор. Вот. Так, на передней панели также у нас есть клавиша пирограф и резак. Выжигать либо тем, либо тем. Одновременно выжигать нельзя. Если вдруг хотите кто-то заказать, чтобы выжигать можно было и этим одновременно, нужно будет обговаривать это заранее. И кому, если это надо, конечно. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, всегда выжигают либо этим резаком, либо пирографом. Вот. Поэтому сделано таким образом. Вот, включаем либо пирограф, либо резак. По бокам у нас наматываются провода для хранения. Еще раз тоже хочу сказать то, что можно при заказе обсуждается все это дело. Кому, если не нравится такой вид хранения, можем такой вид хранения не делать. Вот эти крючки по бокам. Сделать разъемы для этих проводов
для ручек и убирать эти провода уже куда-то в другое место и хранить отдельно от корпуса, от самого выжигателя. Если кому-то не нравится такой вид хранения. Вот. Но по мне так это удобней. Никуда искать не надо, все на месте, все смотал, все в одном месте. Вот. Вот. Ну, кому-то, может быть, нравится. Я еще раз говорю, так я уже делал кому-то. Вот. Кто-то заказывал вот именно один такой выжигатель, скажем так, да, без крепления по бокам. Все это возможно, все это обговаривается и можно будет сделать. Так, на задней панели у нас располагается это кулер охлаждения, включение сетевой разъем 220 вольт. Здесь впереди у нас находится плавкий предохранитель, в комплекте они тоже есть, на 6 ампер, и включатель сети. Так, ну, в принципе, все я рассказал об этом аппарате. В комплект у нас входит это вот такая вот 8, по-моему, да, 8 рисунков разных, различных, как для взрослых, так и для детей здесь есть. Можно их также распечатать в интернете, очень полно, очень их много различных. Вот, распечатать и через копировальную бумагу делать на деревянную заготовку, переносить и уже выжигать. Копировальная бумага тоже в комплекте есть. Вот. Так, что еще? Сетевой шнур 220 вольт подключения в комплекте. Точилка для карандашей, для карандаш простой для нанесения рисунка на деревянную заготовку. Это у нас отвертка для закрепления нехромовых перьев вот в эту латунную колодку. Таких вот перьев у нас в комплекте 10 разных идут. 10 разных перьев для разных видов выжигания. Почему такая длина длинная от деревянной ручки? Это то, что комфортнее выжигать, потому что жар, который дает это нехромовое перо, раскаляется. Жар неудобен для пальцев. То есть выжигаем, когда мы пальцами здесь держим, да, рукоятку, и жар попадает на пальцы, и пальцы нагреваются, очень некомфортно становится от этого жара. Поэтому немного дальше вынесли мы это вот нехромовое перо, и лучше не нагревается контакт внутри ручки. Вот, то есть по этому медному стержню вот от этого нехромового раскаленного пера тепло передается дальше и переходит в ручку. То есть желательно, чтобы сильно не перегревалось оно, вот это место, вот эти медные стержни. Вот, поэтому смотрите, тоже давайте немного тоже отдыхать, вот, чтобы сильно не перегревались они. Ну, в принципе, сильно они быстро перегреваться не будут, потому что накал при выжигании делать нужно темный, а не белый. Вот. Все это включим, проверим, покажу. Да, в комплекте также у нас идут перья, как я говорил, 10 штук разных. Нехромовая проволока для нехромового резака. Вот она в спирали, вытягиваете 70 сантиметров и уже выжигаете. То есть подключаете к выжигателю. Так, нехромовые перья я уже сказал. Также идут колодки латунные и предохранители плавки. Также здесь у нас идет в комплекте это наждачная бумага для зачистки нехромовых перьев от сажи и визитки, наши визиточки. Так, деревянная заготовка, это для пробы, для того, чтобы попробовать, как выжигает то или иное перо и при разной температуре накала. Вот. Лупа в подарок идет, это как самый дешевый вид выжигания при помощи энергии солнца. Тоже как вид выжигания тоже присутствует. Идет в комплекте, то есть идет в подарок она. Также в подарок идет небольшой такой сладенький сюрприз. Будете распаковывать, пробовать выжигать и угощаться конфетками. Так, в подарок я также положил Никите, это у нас струбцина, для того, чтобы закреплять этой струбциной деревянные заготовки к столу или к верстаку и уже резать нехромовой проволокой, резаком. Это очень удобно. Вот.
подарок такой ему струбцина, потому что он заказал мне сразу 2 выжигателя, я ему решил струбцину положить в подарок. Так, по выжигателю я еще забыл сказать то, что на рукоятках имеются включатели, включение, выжигания. То есть эти включатели включают непосредственно, чтобы раскалялось вот это нехромовое перо, либо проволока. При включении включается у нас трансформатор, и он гудит, можно слышать. Как только вы какой-то промежуток у вас есть, небольшой, да, перед, выжигали, что-то нужно, какой-то промежуток сделать между работой, да, между выжиганием, то есть выключили, дали ему отдыхать трансформатору. Он в это время пока остывает, обдувается кулером. Вот, на этой рукоятке точно так же. Не забывайте отключать эти рукоятки, да, на рукоятках включателя, ставить их в положение 0. То есть, если будет одна рукоятка включена, а другая выключена, то у вас тогда не будет выключаться одна из ручек, да. То есть, если вы здесь вот оставили включенный, будете выключать на этой рукоятке выключатель, то есть он выключаться не будет. Будет у вас нагреваться эта нехромовая проволока, то есть она в нагретом состоянии будет. Вот. То есть не забывайте выключать на 0. Вот. Какой рукояткой пользуетесь, рукоятками на тех и включайте включатель. Вот. И не забывайте выключать. Так, к этим включателям подводится на размыкание 0, поэтому в сети, в сетевом разъеме указано, где L это фаза, вот, и N это 0. Так и лучше подключать к розетке. Тоже в розетке определите, где фаза, где 0. Поэтому это почему сделано? Потому что к рукояткам подходит 0 на размыкание для безопасности. Если вдруг у вас что-то, да, прожьется, провод переломится или еще что-то, чтобы вас не ударило током, здесь идет 0. И подключайте лучше правильно к розетке. Если перепутаете фазы с нулем, в принципе, ничего страшного не будет, но просто осторожней, не пережигайте провода. Вот, нехромовой проволокой не касайтесь, а то прожгет, будет замыкание. В принципе, все. Сейчас по выжигателю молний. Выжигатель молний у нас выдает 2000 вольт, благодаря чему он выжигает молнии на дереве. Да, для него нужно будет приготовить раствор. В комплекте у нас есть вот сода, специальная емкость для этой раствора приготовления. Нужно будет только разбавить водой. Вот, наносим на деревянную заготовку и выжигаем уже молнии. Так, аппарат у нас опасный, повышенной точки опасности. Он, то есть, очень нужно с ним очень быть предельно внимательным. Не торопиться, когда выжигаете. 2000 вольт это смертельная опасность. Так, по весу я уже сказал. По выходу 2000 вольт у него здесь подключается разъем. К разъему крокодильчики тоже идут в комплекте. Вот, к этим крокодильчикам уже подключаются саморезы. Они тоже идут в комплекте в виде вот таких саморезов. Это 2 электрода. Да? Подключаете, вкручиваете их в деревянную заготовку. Вот таким вот отверткой идет тоже в комплекте. И все это дело уже выжигается. Так, спереди у нас идет кнопка включения сети. Как сзади она идет, и дополнительно еще спереди. Сзади кнопка включает кулер и все остальное, да, то есть индикаторные лампы загораются, включается у нас электронный термометр. А этой кнопкой включается у нас, подается энергия только для того, чтобы можно было нажать вот на эту кнопку на пульте, и ток проходил уже, и 2000 вольт будет выходить уже из этого разъема. Вот. Если вы вдруг, когда перестаете выжигать, да, потому что, то есть кнопку отпустили, здесь возвратная кнопочка такая, вот, кнопку отпустили, и выжигание прекращается. То есть это для безопасности. Но если уже вы хотите полностью себя обезопасить, то лучше, конечно, еще и выключать вот эту кнопку. Потому что эта кнопка может упасть, куда-то там случайно кто-то нажать может на эту кнопку. Вот, и
на крокодилах опять появится 2000 вольт. Поэтому желательно для безопасности еще и выключать вот эту кнопку, чтобы ток не поступал и в этот вот в пульт, чтобы он не срабатывал, если что вдруг. Это для пущей безопасности, так скажем. Также здесь у нас есть индикаторная лампа SE 220 вольт. Когда подключаете сзади клавишу включаем, он загорается. И защита тоже 70 градусов. Тоже она установлена на первичной обмотке, как и наш термометр. Он показывает температуру нагрева первичной обмотки. То есть не превышайте 70 градусов. Если вы видите, что подходит к 50, лучше остановитесь и дайте ему остыть. Вот. Но если вдруг сработает, лампа также погаснет и нельзя будет выжигать, пока он не остынет. Значит, сработала защита. Так, вентиляционные решетки также по бокам находятся. Сзади у нас расположен кулер, гнездо подключения 220 вольт. Это у нас плавкий предохранитель посередине находится и клавиша включения сети. Так, внизу у нас разъем для пульта. Разъемы у нас спереди и сзади, они одинаковые, да, как вот вы видели, но у них штырьки немного по-другому сделаны, и перепутать нельзя будет. Включить один в другой не получится. У вас либо этот пульт сзади подключается, а спереди его уже не втыкнуть. Вот здесь у нас стоит заглушка вот для этого пульта. Только спереди включаются у нас крокодильчики, а сзади крокодильчики уже в разъем не воткнуть. Вот. То есть здесь уже по-другому располагаются штырьки. Так, вот в принципе все. В комплекте также у нас сетевой разъем для 220 подключения, емкость для раствора, емкость с содой. Это мерная ложка для соды, отвертка в комплекте для закручивания электродов саморезов, кисточка для нанесения раствора на заготовку деревянную, сами саморезы длинные в виде саморезы, это как выполняет роль электродов. Вот. И в комплекте также у нас идет щетка для того, чтобы потом ее деревянную заготовку, которую выжгли, смыть сажу. Большое количество сажи получается, и смыть под струей воды вот этой щеточкой можно будет. Также у нас идет здесь инструкция подробная по выжиганию, вот, с цветными иллюстрациями, и паспорт выжигателя. Вот, все потом почитать можно и ознакомиться. Так, сейчас мы можем все это дело подключить. Я, наверное, сейчас все это дело проверю перед отправкой. Вот, я всегда так делаю. Проверим работоспособность, и после этого я буду паковать и отправлять с ДЭКом, как и договаривались, город Москва. Так, подключили мы 220 вольт, включаем тумблер на задней части, заработал кулер, и включились у нас электронный термометр и лампа индикаторная, это SE 220 вольт, и защита тоже включилась лампа индикаторная. То есть она горит постоянно, это норма. Когда погаснет, значит сработала защита на 70 градусов рассчитанная. Так, переключаем наш пирограф в положение пирограф. Включаем клавишу на рукоятке. Загудел трансформатор. И можем видеть то, что раскаляется наше перо до бела. Регулятором мы регулируем мощность. И видим, как перо начинает гаснуть. То есть выжигать где-то примерно на середине показания по шкале, когда нехромовое перо темное. Когда оно красное или белое, то есть выжигать некомфортно, и оно как бы уже сжечь очень сильно начинает. Даже воспламеняются пиролизные газы, дымок воспламеняется. Так, это у нас работает. Выключаем. Все отключили. Все нормально. Так, включили, то есть перевели пирограф на резак. Включаем клавишу на рукоятке. И у нас разогревается нехромовая проволока. Вот мы видим, она до красна разогрелась. Я ее убавляю регулятором, регулировкой
мощности, и нихром мы видим, он темнеет. Выжигать уже будете сами смотреть, регулировать, как вам удобней. При таком вот красном нихроме он слишком сильно горит, рез, воспламеняется и сильно жгет наш рез, очень сильно жженый будет. Поэтому вы сами потом поймете, что нужно будет убавлять на регулировочкой и добиваться такой температуры нихромовой проволоки, чтобы он резал и выжигал очень аккуратненько, все получается, вот, нежели раскаленный до бела нихром. Вот, в принципе, все мы проверили. Аппарат рабочий. Переводим на нейтральное положение. В нейтральном положении у нас включаться нихромовое перо, либо проволока не будет. Вот, только во включенных положениях. Так, все, выключаем наш аппарат. Сейчас включим выжигатель молний. Выжигать я им не буду, просто послушаем, что трансформатор гудит при нажатии на кнопку. Вот, сильно, потому что в квартире задымлять я не хочу. Вот, потому что очень сильно большой дым выделяется при выжигании. Так, подключили 220 вольт с задней панели в разъем. Включаем наш аппарат. Включился у нас вентилятор, заработал. Также термометр работает и индикаторные лампы засветились. Вот. Для того, чтобы заработал у нас сам аппарат выжигания, да, нужно включить клавишу. Сразу увидим, тоже она засветилась при включении. Это означает то, что подается вот на эту кнопку 220 вольт. То есть при нажатии на эту кнопку на пульте будет сработает трансформатор, который выдает 2000 вольт, и будет выходить из разъема на крокодильчике подаваться 2000 вольт. Подключать я крокодилы не буду для безопасности. Вот. Сейчас просто продемонстрирую. Так, положим наш микрофон, положим на корпус, и можно будет слышать, как работает трансформатор. Так, я нажимаю на кнопку, отпускаю палец, он прекращает выжигать. Все, то есть мы слышим то, что трансформатор гудит и работает при нажатии на кнопку на пульте. Вот, в принципе, все. Тоже по температуре точно так же, как и здесь. Смотрите, если будет приближаться к 50 градусам, лучше остановиться и дать ему остыть. Вот. И когда будете что-то делать на деревянной заготовке, к которой подключен крокодильчики, пульт у вас где-то там лежит на столе, да, положили, вы что-то тут, какие-то манипуляции делаете, лучше всего на аппарате еще для пущей безопасности отключать еще и эту кнопочку, клавишу, чтобы на пульт не подавался тоже ток. Потому что вдруг он упадет, при нажатии нажмется, или еще кто-то подойдет, нажмет, сами нажмете случайно, или еще кто-то, да, чтобы вас не ударило током. Вот, это двойная защита, так скажем. В принципе, ничего страшного не произойдет, если вы будете манипуляции делать какие-то с включенной клавишей. Но самое главное, чтобы эту кнопку не ронять, не наступать на нее, вот, чтобы не подавалось 2000 вольт на крокодильчике. Вот, в принципе, и все. Аппарат рабочий, мы его проверили, все работает, трансформатор гудит. Отключаем на задней панели нашу клавишу включения. В принципе, все, мы его проверили. Сейчас будем паковать и отправлять нашему заказчику Никите. Кому понравились данные выжигатели, ставим лайк. Кому не понравились, ставим дизлайк. Пишем в комментариях, что вы думаете об этих выжигателях. Также можем делать на заказ выжигатель и 3 в одном. Вот, то есть 3 в одном — это у нас выжигатель нехромовой проволокой, выжигатель
пирограф обычный, да, классический, плюс резак для поролона. Позже мы резак для поролона делать и пенопласт отдельно, в отдельном корпусе. Также можете заказать. Номер телефона будет прикреплен здесь внизу под видео. Можете звонить, писать, WhatsApp, Viber. Всем отвечаю. Вот. Кто-то может писать на, не знаю, прямо здесь у нас видео, под видео писать в комментарии. Тоже буду отвечать всем. Вот, отвечаю всем. Также можно будет заказать, у нас делаем на заказ различные дымонагнетатели для дымогенераторов, дымогенераторы для холодного горячего копчения. Делаем контактные сварочные аппараты различные, то есть эксклюзивные под заказ. Клещи контактные сварочные, машины контактной сварки с педалью, то есть различные модификации сварочные аппараты контактной сварки. Делаем также у нас сварочный аппарат для литионных аккумуляторов, сварочный аппарат для электриков, сваривать скрутки медные и алюминиевых проводов, разных толщин проводов, тоже с регулировочкой. Делаем регруверы, пассиваторы. Вот. Так что переходим на наш канал, смотрим, подписываемся. Да, делаем еще также парализатор для забоя сельхозживотных. Все, переходим на наш канал, подписываемся. Подписываемся на резервные каналы обязательно. Как я уже говорил, то, что есть предпосылочки, что YouTube будут блокировать. Так, ну и все, я, наверное, буду на этом заканчивать. Кому интересно, переходим, подписываемся. Также на нашем канале будет, также публикуем что-то, что сделать можно своими руками, что-то, например, починить, что-то сделать свое, новое, интересное. Все, такая же рубрика есть. Также будем публиковать на нашем канале какие-то обзоры на различные инструменты, какие-то интересные девайсы, вот, распаковки, то, что покупаем с AliExpress или какой-то инструмент, тоже будет все это на нашем канале публиковать. Так что переходим, подписываемся. Всем пока, до новых встреч.